Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Вы, мои дорогие девы, точно реалисты. И я так надеюсь, если допустить альтернативные варианты развития событий, какие-то подсказки мы от карт получим. Все-таки принять, что жизнь наша не бывает всегда предсказуема. Всегда, оставлять пространство для маневра, чтобы как вовремя отступить или хотя бы где-то в нейтралитете подумать, да, как это дело проиграется для меня, или свои шаги просчитать. Это всегда полезно, не поторопиться. Хотя бывает иногда жизнь ускоряется, и вот этот процесс анализа, он должен в каком-то более убыстренном режиме для нас проходить. Но мы переходим к нашему еженедельному традиционному прогнозу. И главная тема, что важно знать, неожиданности, что скрыто для вас, мои дорогие девы, на период с 26 февраля по 3 марта. Что важно знать. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать, по мнению карт? Что вам будет помогать, что будет радовать? Что за вас, что в плюс? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь, как видят карты. Что же важно знать? Правда, семерка жезлов – это когда с нами хотят провзаимодействовать. Это от нас какого-то результата хотят. Это хотят, чтобы мы согласились на что-то. Или называется карта соревнования. Нам говорят перед тем, как в это соревнование включаться, или в какой-то диспут, или как участие, может быть, у кого-то в конкурсе, правда? Нужно подумать, а нужно ли? У кого-то вопрос выбора работы. И здесь, где-то не слушать советы посторонних и анализировать то, что вам обещают. Правда? Вот тот самый маневр, полшага назад. Лучше какой-то период находиться в нейтральной позиции, не говоря ни да, ни нет. Как будто не участие, не делание. Вот для вас это будет важно. Просчитать время, выиграть, как будто для самого себя или самой себя. Может быть, не включиться в какой-то вопрос раньше времени. Вполне вероятно, мы не видим еще всех обстоятельств дела. Поэтому нам говорят, ты не торопись. Как будто сил парировать хватит. По этой карте может быть много эмоций, правда. Мы с чем-то не согласны. И есть, знаете, такой эмоциональный всплеск, когда хочется или обидчику что-то сказать соответственное, что он заслуживает. И да, такое бывает. И у нас как будто бы вроде как и аргументы есть, и слова есть. Но кто знает, может быть, это полемика, мы никому ничего не докажем, а сами себя обесточим. А кто знает второй момент, как наши слова потом перевернут за нашей спиной. Есть все равно вот эта точка нейтралитета или маневра по семерке жезлов. Решать, конечно, вам, но как будто вот эту информацию важно знать. Неожиданности. А нам говорят, у вас на кону что-то очень важное, карта императрицы. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки. Это статусная карта, карта власти. Это карта нового я, новых возможностей. И карта благополучия. Вот здесь все взаимосвязано, как сфера денег, личной жизни, так и вашей работы или вашей деятельности, хобби, творчество, чем вы занимаетесь, откуда к вам приходят финансы. Нет каких-то мелочей. И себе не навредить, точно. Императрица в первую очередь, она договорится со всеми, найдет какие-то рычаги влияния, даже с теми персонами, с которыми, в принципе, договориться невозможно. Основной ориентир, чего не избежать, себе не навредить. И кто знает, может быть, люди провоцируют специально или уводят, в какую-то свою иную плоскость, а вам как будто, не стоит буквально с кем-то связываться, мои дорогие, у кого-то так проиграется, потому что, не стоит себя разменивать, может быть, на каких-то отдельных особей, которые недостойны вашего внимания. Мои дорогие девы, правда, у кого-то и такое может быть. Давайте узнаем, чему сейчас не время. Не время каким-то сомнениям, не время тому, чтобы
устраивать себе глубокую философию, не время страхом, каким-то внутренним разочарованием, которые нам закрывают реальность. По этой карте нам говорят, страх тебе мешает увидеть какую-то конкретику. Или когда мы сравниваем нынешнюю ситуацию с прошлой. Не время предаваться, может быть, знаете, как какой-то философии жизни или анализировать то, что вы уже пережили, мои дорогие. Нет, здесь что-то на кону у вас в течение недели стоит важное. А что же вам будет помогать? Выйти сухим из воды, мои дорогие, вот и все. Коротко и ясно нам говорит карта. И все то, что я говорила по семерке жезлов, с учетом карты императрицы, подтверждает эта карта. Посмотрите, милый котик на черепахе выплывает из пруда. Он остается сухим. Вот вам буквально из любой ситуации, даже если люди где-то вас провоцируют. Может быть такое. Где-то... сказала бы я, ну, не все могут быть настроены лояльно в ваш адрес. Примите это к сведению. Вы можете столкнуться с людьми, которые даже говорить могут обидные слова или вести себя каким-то неподобающим образом. Надо быть к этому готовы, потому что мы людей не изменим. Но, значит, вот так красиво выйти, элегантно, даже из какой-то спорной ситуации, это вам помогает, это вам придает как будто, ну, баллов, что ли, вы больше заработаете, только укрепите статус. Мудро вот так вот не включиться в какой-то вопрос от начала до конца. На этой неделе вам будет помогать. Что скрыто? А вы знаете, за тем, что вам предлагают, или за какими-то разговорами, это королева мечей, стоит рационализм или чья-то, ну, знаете, игра, или когда вам могут предлагать то, что заведомо не может развиваться, например, или не иметь продолжения. Если мы говорим про образ Юдифи, как будто человек уже имеет свой план, допустим, да, и знает, как будут обстоять дела или каково будет дальнейшее продвижение по конкретному вопросу. Но вам могут преподносить что-то совершенно обратное. То есть человек мог принять даже какое-то решение, а вам об этом не говорит и ведет какую-то свою не совсем открытую игру. Хотя поначалу этот персонаж тут может касаться конкретного человека. Он выглядит, может быть, даже статусно или придать, ну, какой-то фальши придать, может быть, высокий смысл пытается. Вот и такое может проиграться. С другой стороны, мои дорогие, карта говорит о чем? Ты сейчас согласишься, а завтра, как, наверное, Таюдив, ты будешь решать какой-то вопрос в одиночку. Ты все равно от чего-то откажешься. И тогда придется тебе надеяться на самого себя или на саму себя. По этой карте нам, в принципе, знаете, как помогает молчание. Ведь если мы библейскую историю вспомним, Юдифь никому не говорила. Я уже не пересказываю. Я думаю, кто знает, кто не знает, узнает, потому что есть эта информация в интернет. Она никому не говорила, куда она отправляется. И это был залог ее успеха. Вот и для вас, когда вы храните молчание. Какой-то свой план, может быть, грандиозный. Или пусть этот план поменьше. Вы тоже кому-то не рассказывайте, не делитесь с кем-то. И кто знает, ведь в последующем мы знаем, Юдифь вошла в историю. И для вас, с учетом карты императрицы, вы как будто можете совершить, ну, такой своеобразный прыжок в будущее, потому что примите вовремя правильное какое-то решение или не включитесь в какой-то вопрос, или наоборот обойдете какую-то сложную ситуацию. Это карта мудрости, безусловно, и интеллекта. И, наверное, интуиция, если мы говорим, что такое интуиция, тандем как раз нашего интеллекта и прежнего опыта. Так вот, опыт, нам здесь говорят, можно оставить, но без эмоций. Эмоции – это не опыт, это наши ощущения. Они не имеют отношения к какой-то конкретике. А вот так хладнокровно, рационально
увидеть то, что вам, может быть, или предлагают, или правильно, мои дорогие, оценить то, что вокруг вас происходит. Вот это тогда не будет ничего скрытого. Дела, работы, бизнес. У вас мало того, что, посмотрите, на кону карта императрицы в неожиданности, дела, работа, бизнес, карта звезды, карта вашей популярности. Ну вот как-то издевь. И будет важно в какие-то мелкие вопросы не окунуться или, ну, где-то, знаете, как вот доброе имя мы говорим. И это тоже будет для вас иметь большое значение с учетом карты, опять же, императрица, сохранить как не просто свое влияние или отношение к вам людей, ваш авторитет, вашу экспертность или ваше какое-то продвижение, как будто большому кораблю большое плавание. Вот о чем-то далеком всего, надо сказать, в колоде Таро две карты правильного направления или выбора направления. Карта Солнца, которая говорит на несколько месяцев вперед, в среднем полгода. И карта Звезда, которая лет на 10-20. То есть вот что-то далекое с прицелом на будущее, стабильно, понятное, которое мы можем просчитать в крупном или как ваше намерение. У вас может стоять на кону в этой неделе. Поэтому просчитаться, ошибиться, себе как будто навредить или навредить своему статусу, своей репутации, мои дорогие девы, вот совершенно никак нельзя. Но как будто люди или обстоятельства так складываются, что с вами могут спорить или провоцировать вас на что-то. А ваша задача – выйти сухим из воды. Ну или сухой из воды. Правда, по карте звезда нет ничего невозможного. Финансы. Еще один старший аркан. Да, интересно. Вот так вот выглядит у нас аркан, как будто влюбленные. И правда, как выбор может стоять перед вами, и вам его нужно сделать. С одной стороны, душой, может быть, сердцем, но, карта говорит, не устраиваю себя глубокую философию на мелком месте. А вот то, что в моменте здесь и сейчас. Или, может быть, как с учетом, опять же, карта императрицы аркана старшего, примирить непримиримое, принять какое-то Соломоново решение или, знаете, заключить какой-то союз, который нейтральный, чтобы не было противостояния, мои дорогие, чтобы не было помех, чтобы не создать себе каких-то недоброжелателей, опять же, сухим из воды, чтобы люди были вами прогнозируемы, понимаете? Чтобы люди, ну, где-то больше зависели от вас, нежели вы от них. Вот это тоже будет важно. Чтобы вот когда надо принимать какое-то важное решение, не вы были в статусе ожидаемого, а когда скорее вы руководили каким-то процессом. Правда, вот карта власти, она говорит, что не должны вы быть на вторых ролях, мои дорогие девы. Значит, время как будто ваше пришло. Но сделать это нужно очень аккуратно. Любой сферы жизни может касаться. У вас старшие арканы и еще один старший аркан. Это у нас так выглядит император. Он как будто на постаменте, что и удивительно, в этой колоде карт. Посмотрите, все стихии. И жезлы, и кубки, и мечи, и пентакли. И ну и кот замечательный. Сверху сидит. Это как у мага где-то. Но это карта императора, когда я все вижу с высоты, всем управляю и всегда выйду сухим из воды. У кого-то из вас вопросы вашего статуса, посмотрите, у нас же пара выпала. Император и императрица. Что-то меняется в вашей личной жизни, или уже произошли эти перемены, и вы отстраиваете свое благополучие. И в связи с этим может быть множество вопросов, как и по финансам, как и по имуществу, как и по, может быть, переезду, кстати, может быть, далеко, смены места проживания. Или ваши честолюбивые планы, амбиции тоже. У кого-то это статус помимо личной жизни, статус через достижения. И опять же где-то успешные заработки. Но так или иначе, вот не навредить себе, своему статусу, своим возможностям,
своему продвижению, мои дорогие, не на этой неделе, не на какой-то долгий период, как по аркану звезда, сохранить все то, что вы уже добились, как будто в приумножение, в изобилие, процветание, и в то же время исключить конфликты, где-то их просчитать, увидеть, может быть, тех людей сложных, которые могут как-то, ожидать времени, чтобы подставить подножку. Все-таки для вас это тоже будет актуально. Вы не можете себе сказать: я расслаблюсь. Нет, как-то обстановка вам не позволяет. Но и устроить себе какую-то глубокую философию. Может быть, тут и пытаются обвинить или вспомнить какое-то там былое, но вы не должны застрять в этих мыслях. Это для вас задача номер раз. Перекладывайте на себя, правда, удивительная неделя. И будьте счастливы, мои дорогие девы, и любимы всегда.